То есть эта позиция универсальная. Волшебным образом ваше тело создает определенное состояние ума, чем бы вы ни занимались. Всем привет, друзья, с вами Сенсей Макс. Сегодня я расскажу вам о глубокой взаимосвязи и синхронизации тела и ума. Как ум влияет на тело, так и тело влияет на ум. Ну, это как бы условно, конечно, они там влияют, не влияют, это просто все одно целое, тело-ум. Поэтому можно даже эти слова вместе так совместить, будет тело-ум. А здесь я конкретно покажу, как боевая позиция, именно такая воинская, да, поза воина, как она влияет на ваш ум, как она влияет на вот эту вот внимательность, на осознанность и на готовность. И как это друг с другом связано. То есть есть так называемая позиция воина, ну, которую я обучаю. Это не обязательно вот с кулаками так стоять, а здесь заключается суть в том, чтобы вы правильно расположили свое тело в пространстве и относительно этих двигательных звеньев, относительно друг друга. Что это означает? Во-первых, это должна быть устойчивая позиция. Ноги ставим на ширине плеч, это такая учебная позиция, на ширине плеч, носочки направлены вперед. Иногда можно их чуть сводить внутрь, потому что обычно у людей ноги разъезжаются в разные стороны. И коленочки расходятся тоже в разные стороны. Получается такая неустойчивая позиция, несбалансированная. Здесь наша задача, наоборот, как бы все вот эти вот двигательные звенья, вот наш скелетик, собрать вокруг одной точки сборки. Вокруг центра масс. Ну или вокруг дантяня, да, нижнего тандена, живота. Мы сюда как бы собираемся. И для этого мы ставим носочки немножко внутрь. Колени всегда подсогнуты. Вес у нас на всей стопе, но мы его чуть-чуть за счет того, что колени согнуты и проецируется колено над ось колена, над носочками, вот таким вот образом. То есть у нас вес смещается, получается, с пятки на переднюю часть стопы. То есть где-то здесь. Колени согнуты. Такой легкий тонус. Дальше, смотрите, поднимаемся. То есть, внимание. Стопа, потом колено. Тазобедренный сустав рассматриваем. Мы тазобедренный сустав как бы подворачиваем сюда внутрь. То есть вот копчик, мы его под себя подворачиваем. Вот это вот движение. Берем вот так вот ручку ниже пупка, кладем одну ладонь, вторую ладонь тыльной стороной на поясницу. И такое движение, как будто мы закручиваем что-то. Хоп, подкрутили сюда, подтянули. У вас тазобедренный сустав, вы так сюда и завернули. Дальше поднимаемся вниманием вверх и смотрим на плечи. Плечи расслаблены. Тут ничего такого сложного нет, не должно быть никакого напряжения. Дальше смотрим подбородок. Подбородок мы втягиваем. Мы его втягиваем к горлу, к груди. А макушка у нас вытягивается вверх. Таким образом, позвоночник у нас как бы сжимается, подтягивается, поджимается снизу и сверху. То есть здесь мы втягиваем голову, подбородок, а здесь мы втягиваем хвост, поджимаем хвост. Руки расслаблены. И само вот это положение, оно создает уже такой внутренний фон. Просто попробуйте встать в эту позицию, и вы сразу почувствуете, как у вас меняется психика. Одно дело, вы стоите вот так, то есть любое положение тела в пространстве тут же моментально перестраивает вашу ментальность, ваше состояние психологическое. Вы не можете сражаться, драться вот в этой позиции, например. Для того, чтобы вам драться эффективно, сражаться, да, вы должны это состояние психики как бы создать. А что это за состояние психики? Это состояние готовности, это состояние бдительности. И это будет выражаться в вашем теле. То есть что вовне, что внутри, это будет синхронизироваться. И поэтому вот эта позиция собранная, когда вы собираетесь вокруг живота, колени собраны внутрь, носочки сюда, вес уже вперед идет. Такое наступательное движение. То есть у вас уже такая заряженная позиция, вы как будто вот сейчас будете стартовать. У вас есть готовность, которая выражается внутри и выражается снаружи, в вашем положении. И это стартовая позиция, которая помогает вам быстрее действовать. Вы уже здесь, внутри, в теле и в голове, вы уже готовы действовать. Здесь заряжены, то есть бедра вы подтянули, и у вас получается как бы центр этот выстраиваете, у вас вертикаль такая, четкая вертикаль, когда ваш вес полностью, вы его чувствуете, вы прям контролируете его, он прям под вами. Это тело, оно как бы на одной линии, на одном стержне. Подбородочек втянули сюда, и макушка как бы вытягивается вверх. Вы как подвешены за макушку, к небу себя прицепили, туда, к небесам, да? А здесь плотненько вы на земле стоите. Хвост подтянули и туда уж. Это положение, вот эта позиция. Цигун, это называется стояние столбом, когда руки еще поднимаются так вот расслабленно, образуют такой круг, как бы такое стекающее положение, расслабленный рук. Все, вот в этом положении, вот она боевая стойка. То есть эта позиция универсальная. Чем бы вы ни занимались,
Если вы внимательно рассмотрите это все, борьбой вы занимаетесь, боксом, карате, чем угодно, любое боевое искусство, оно будет вот эти вот позиции, нюансы очень важные, биомеханические, это будет учитываться. И потом вы окажетесь либо в позе столбом, либо в борцовской позиции. Там будет просто ниже, немножко выше, но все примерно вокруг того же будет крутиться. Вокруг вот этих вот опорных точек вашего тела в пространстве. Собранность. И тогда волшебным образом ваше тело создает определенное состояние ума. Вот эту вот бдительность, готовность действовать. Попробуйте дома. Соберитесь в кучку, а сами контролируйте и наблюдайте, что происходит внутри с вашим умом, вот в этой позиции. От позиции очень многое зависит. Только практика делает вас уверенными. С вами был Сенсей Макс. Есть вопросы? Сенсей Макс отвечает. Подпишись на телеграм-канал. Иди по ссылке в описании.